у нас ковид. Представляете, как мне повезло с Сашкой и как ему не повезло со мной. Так, ситуация развивается быстро и плохо. У меня температура 39,1. Здрасте, приехали. Ну что там, будет какой-нибудь прием? 39,5. Здравствуйте, пожалуйста. Все чики-пуки, как говорится. Всем привет. Это 3-й день, как я болею уже. Ребят, ну это какой-то трэш, я вообще не понимаю. То есть сегодня у меня нет температуры, зато у нас температура у Сашки. 10 дней карантина. Ого-го, все пронесет. Итак, ребят, сегодня суббота, и выясняется, что у нас ковид. Ну, не знаю, как у нас, но у меня точно, это уже подтверждено. А Саша сейчас заболел, у него температура, и мы так подозреваем, что у Сашки тоже ковид. Значит, начнем, наверное, с того, как мы все узнали, потому что мы там перерывами снимали, когда была физическая возможность. Да, Сашка? Тогда и снимали, потому что, наверное, начнем с того, что мы болеем первый раз. Ковидом именно. Ковидом первый раз болеем, и тем более болеем первый раз ковидом в чужой для нас стране, где мы не знаем ничего, где у нас не было, где мы не были не прикреплены к какой-то поликлинике. Мы даже не знали, как что тут это делается. Все пришлось узнавать по ходу, уже в болезненном состоянии. Единственное, что у нас было, это была прививка, которую мы думали... Ого-го, все пронесет, по крайней мере. Так, я, наверное, заикнусь о том, что мы просим прощения за 2 случая. Во-первых, у нас сейчас может быть где-то идти ремонт, это они могут дрелить 100%. Но вы уже, если смотрите наши видео, вы знаете, у нас часто наши разговоры сопровождаются дрелью. И второе, это моим голосом. К сожалению, я еще до конца не выздоровела. Но... Уже с нами, ну как бы, со мной же все хорошо, остался только голос. Саша, у него на данный момент температура, поэтому он будет молчать в основном. Ну, иногда, наверное, будет говорить, да? Ну, у меня тоже немножко и с голосом. Ну, с голосом тоже у него, конечно же. Ну, блин, человек болеет. В общем-то, почему мы решили это записать? Потому что очень интересно. Мы за эти дни прошли столько, чего мы не проходили, наверное, за все это время, находясь здесь, в Польше. Значит, все началось с того, наверное, я постараюсь сначала. Все началось с того, что я пришла с работы и почувствовала плохо себя. И говорю: Саша, у меня, скорее всего, температура. Я меряю, у меня действительно оказалась температура. Следующий вопрос. Я хожу на работу, мне нужен больничный. Я заболела. Представляете, сегодня пришла с работы и думаю, ну как-то я себя неважно чувствую. Горло очень болит. И суставы все очень крутят. Ну, короче, я не буду перечислять, конечно, уже все, что у меня болит. И, в общем-то, подумала, дай проверю температуру. Проверила, и, естественно, конечно, у меня 37,3. И тут возникает следующий вопрос. Я тоже как бы работаю, и мне нужен больничный. Естественно, я его не знаю, где получить. Я знаю, что какая-то поликлиника. В Беларуси это было бы... Надо было бы пойти в свою поликлинику, где ты зарегистрирован по месту жительства. Тут оказалось немного по-другому. Тут ты идешь в любую поликлинику бесплатную. Там должна быть НФЗ, правильно я говорю? Там должна быть НФЗ. И получается, там ты можешь бесплатно... Если у тебя есть работа и страховка, то там ты можешь бесплатно проходить обследование. И вот мы сейчас с Сашей, вместо того, чтобы мне лежать, потому что мне очень плохо, а вместо того, чтобы Сашке работать, потому что сейчас время рабочее, Сашка все это гуглит, смотрит, как туда записать, потому что я не записана ни в одну клинику. Еще плюс я сегодня должна была пройти обследование для работы. Естественно, я его отменила, потому что, я не знаю, чем я болею, и вообще больной идти в поликлинику как-то, не очень. Поэтому буду лечиться и будем рассказывать, в какой поликлинике я найду. Вообще мне очень страшно идти, и надо им еще сказать,
что я хочу. Это вообще это просто 80-й уровень языка. У меня такого нету. Слышишь? Тоже, к сожалению. Короче, будем как-то разбираться, и потом вам все расскажем. Держите за меня это кулачки. То есть в Беларуси это ты прикреплен к поликлинике, где ты зарегистрирован, ну, где ты по месту жительства, где ты живешь. Окей, тут оказывается не так. Сидел Саша 2 часа в интернете. На данный момент Сашка сидит, меня регистрирует. Оказывается, можно зарегистрироваться онлайн. Да, Сашок? Правильно понимаю? Ну, короче, мы еще не знаем, но пока это выглядит вот так. Мы в бумажках, Сашка в ужасных чувствах, я тоже, но обо мне нужно думать. Надо подумать о Сашке, ему сейчас вообще труднее, чем мне. Почему труднее Сашке? Потому что он все это ищет, он все находит, он все гуглит, регистрирует меня везде, совсем разбирается, а я просто болею. Представляете, как мне повезло с Сашкой и как ему не повезло со мной. Ой, боже, как я болею и плохо шучу. И выяснял, как меня хоть куда-то прикрепить, потому что, мне нужно, какая-то типа бумажулька, как я представляла, что я, должна быть на больничной, потому что, я не знала, ковид, не ковид, даже если не ковид, все равно, как я буду ходить, вы понимаете, да, ходить больная на работу. Такие состояния даже не ходить на работу было. Надо было что-то решать. Да. И тут Саша все решал. Мне пришлось разузнать, как тут все устроено. И, в общем, любому человеку нужно записаться, точнее не записаться, а выбрать себе конкретного врача первого контакта, через которого все дальнейшие медицинские дела будут решаться. И по моей страховке это можно было сделать от работы. Бесплатное медобслуживание. То есть нужно было в любом медцентре, где есть такая возможность бесплатного обслуживания, найти конкретного врача и записаться к нему, подвязать себя к этому врачу. Мы нашли такую возможность в ближайшем медцентре у нас. Можно было онлайн заполнить эту декларацию, податься именно к этому врачу, чтобы потом обслуживаться у него. Мы подали, но там обработка этого запроса могла идти несколько дней, и мы пошли еще сами, лично в этот медцентр. Мы пришли в этот медцентр, и выясняется, что нужно заново записываться. Там на самом деле это минута прошла, и там быстро все заполнено, и женщина, которая на регистратуре все это делала, она сказала, что я могу рассчитывать на прием врача только с завтрашнего дня вечером. И я, окей, хорошо, думаю, что делать, приду завтра, да? Думаю, получается, что, в Беларуси, это считалось, что на следующий день я не смогу пойти на работу, да, но только на прием у меня вечером. Прием врача у меня вечером. То есть я думала, что это как будто прогул будет. Но тут, наверное, не так, да? Я не знаю, как. Так если ты больная, то при чем тут прогул? Короче, я не знаю, как это, но я прихожу домой, и мне сообщают, что я контактировала с ковидным больным. Я подумала, что, возможно, у меня ковид, а возможно, не ковид, это просто совпадение, ничего не понятно. И мне сказали, что со мной свяжется санэпидемстанция. Тут санэпид вроде называется. Санэпид. Они сказали, что они со мной свяжутся на следующий... свяжутся. Связались они со мной на следующий день. В этот день, когда... Получается, что я ничего не знаю, что делать, у меня прием врача. Короче, вам нужно зафиксировать только то, что я записалась на прием врача только на следующий день, и что узнала после того, как записалась на прием врача, и что узнала, что я контактировала с ковидным. Так, ситуация развивается быстро и плохо. Очень плохо. Ребятки, прошло, я не знаю, часа 4, наверное, да, с того момента, как мы ходили в поликлинику. В итоге мы пришли в поликлинику. Ой, там как-то Саша регистрировал. Объясни, пожалуйста, как надо не просто, как я говорила, в Беларуси ты идешь по прописке в поликлинику. А здесь нужно выбрать себе личного врача. Да. И менять можно бесплатно 2 раза в год только.
Потом платить. А потом, да, платно. Ну, там врача и еще там, 3 каких-то специалиста, короче. И вот, и во многих там медицинских центрах, поликлиниках есть именно такой врач. Можно найти по словам НФЗ и ПОС. Это сокращение. Там Национальный фонд здоровья и еще второе там что-то, общее, типа по обязательной страховке бесплатная медицина. Которая... Страховка у нас есть, понятное дело. Мы пришли туда, как бы мы онлайн зарегистрировались, и она просто распечатала, подтвердила и сказала, что врач, который будет у меня, он принимает только в 18:00 завтрашнего дня. То есть, и все. И я подумала, что мне делать, как бы. Но мне нужно, так как я работаю, мне нужна справка, о больничном. Ну да, просто здесь это по-другому устроено. Просто в электронном виде передается там в социальное страхование. Не нужно вот эти бумажки носить туда-сюда. 100%, как бы, если бы я бы не работала, я бы не пошла, короче. Лечилась бы сама, да? А мне сейчас так холодно, смотрите, в перчатках. Лайфхак. Это. Вот. Сейчас у меня температура почти 38, и Сашка сходила в аптеку. Сходила в аптеку, все купил, что надо, и будем меня лечить, да? У меня какой-то кашель, горло очень сильно болит. Вот. Это будет, знаете, дневник болеющего человека. Скучно, но что делать, такая жизнь. Я же вам говорю, у нас меняется, все. Жизнь у нас вообще, конечно, Сашка, да? Неделю назад я работала, а сейчас я болею. Вы не представляете, как я чувствую себя виноватой, что я заболела. То есть я проработала неделю, и все уже на больничный. Все, устала, пошла на больничный. А еще самое ужасное, что мне надо было сегодня пройти обследование, медицинское обследование для работы. И еще самое отвратительное, что еще 20-го нужно одно обследование. Если я буду себя чувствовать так же, то есть я вряд ли смогу пойти в поликлинику. Кому это надо бациллы разносить, да? Да уж. Короче, ребята, вот так. Пока такие новости. Надеюсь, что завтра будет легче. Наступает следующий день. Утро. Мы выясняем, у меня температура 39,1. Здрасте, приехали. Сложно, а что делать? Саша берет выходной, потому что нужно, мы как чувствовали, что нужно сидеть на телефоне. Понадобится сидеть на телефоне. У меня плохой все еще польский. У Саши примерно тоже плохой польский, но как-то вместе мы что-то думаем. И состояние плохое. Да, и состояние плюс уже плохое. Состояние, это, знаете, мы отложили на потом, потому что болеть, лежать было некогда. Значит, мне звонит санэпидемстанция и говорит: у вас есть прививка? Мы говорим: да, у нас есть прививка. Они говорят: но в базе вас нету. Мы говорим: как так нас нету в базе? Вот интересно знать. Как нам теперь доказать? Мы говорим: зато у нас есть сертификат. Они говорят: хорошо, пришлите нам сертификат. Мы прислали им сертификат. Они говорят: отлично, но это ничего не значит, в базе вас все равно нету. Значит, вы сидите карантин там до 24 числа, да? 5 дней. 5 дней. И я говорю: хорошо, а как мне делать, что я как бы записана к врачу, сегодня вечером могу ли я вообще выходить в поликлинику? Они говорят: мне надо посоветоваться. Он пошел, посоветовался там с кем-то и говорит: к сожалению, вам выходить нельзя, только если вы не будете на карантин, то там можно. И все, как бы разговор закончен. Еще он сказал, что обязательно позвоните в ту поликлинику, где вы делали прививку. Мы звоним в ту поликлинику и говорим: так-то, так-то, меня посадили на карантин, но я делала у вас прививку, но меня и Саша, меня нету в базе. Они говорят: зато у вас есть сертификат. Мы говорим: классно, спасибо. И при этом помните, что у нас плохой польский, то есть, мы мало что можем как бы сказать, мы не можем спорить, да, что-то высказать свое недовольство или еще что-то. Я конкретно вопрос задаю: а что тогда нам делать? Они говорят: знаете, девушка,
поговорите, пожалуйста, завтра с нашим директором. Спасибо, блин. Вот такой ответ. То есть это то, что я хотела. Поговорите, пожалуйста, завтра с нашим директором. Естественно, блин, я не собираюсь разговаривать с директором. В общем-то, наступает следующий вопрос. Вам надо помнить, что за мной еще висит 2 обследования. Одно обследование — это пройти, значит, по поводу работы, но по поводу его я решила. Остается одно обследование, которое я в полициальную школу, где я прошла, получается, я сдала кровь, и мне еще нужно было прийти там 10-го числа. Ой, не 10. Какое число? 20. Мне нужно было прийти 20 числа и пройти еще 2 врачей. Естественно, я не могла прийти, потому что вроде как я сижу на карантине, плюс я болею. И тут мне надо дозвониться до этой поликлиники. Я до нее не дозвонилась до сих пор. Но это уже отдельная история. И дальше мне придется сейчас позвонить уже той поликлинике, где я прикреплена, чтобы перенести прием на телефоны. Он как-то называется? Телепарада. Вот. Перенести. Мы звонили полдня, я вам клянусь, мы столько раз звонили. То есть все это время у меня температура 39, держите это в уме, 39,1. Я не уснула ни разу. У нас не было возможности, потому что мы постоянно все это время были на связи. Мы были с санэпидемстанцией на связи, мы были с поликлиникой по прививке, мы были на связи. Плюс параллельно мы еще пытались дозвониться, чтобы перенести мой этот прием в поликлинику. И еще почему я не могла хотя бы просто полежать 10 минут и поспать, потому что у нас там сверлили наверху на этаже, и сверлили настолько громко, что, мне кажется, на стены тут дребезжали. Именно в этот день. В общем-то, Саша все это время то же самое помогал мне это все делать. То есть Саша тоже не мог не отдохнуть, хотя он взял выходной. Плюс он еще суп готовил. Плюс Саша еще параллельно суп готовил. Короче, это уже такая мелочь. В итоге дозваниваемся мы, полдня прошло, дозваниваемся мы до этой поликлиники. Знаете, что они говорят? Мои дорогие, мои хорошие, это я уже придумала, вы позвонили не на тот номер. Да в смысле, вы нам сами дали этот номер? Бесплатно, мы на инфолинию звонили медцентр. Да вообще, блин. Они говорят, а вам нужно на бесплатную инфолинию, по бесплатной страховке. Это другой номер, вам сказать или вы сами знаете? Нет, логично, что мы не знаем. Вообще, просто, и мы такие думаем, спасибо, весь день ад. И вот сейчас ад продолжается. Причем на этой инфолинии надо минут 5 висеть, чтобы ответ. Да. И то мы не с первого раза дождались. То есть, чтобы вы понимали, почему я говорю, полдня мы звонили. Потому что если вы думаете, что просто звонок, и ты вам сбросили, ты звонок, ты набираешь там еще цифры, чтобы связать. Да. Чтобы это нажмите 0, чтобы и это 1, и вставки еще. Администратором личных данных является на минуту объявления, разговор записывается, тра-та-та-та-та. И висите на линии. Да, висите на линии, для того-то нажмите 1. Короче, просто чтобы дождаться этого ожидания, уже минуты 1,5 занимает. Да каких мы минут 5 каждый раз ждали? Нет, так до начала ожидания соединения уже минуты 1,5 уходит. И плюс еще ждите, с вами свяжутся, 5 минут еще, а то и 10. И, короче... Все, мы дозваниваемся, они нам сообщают, что мы позвонили на тот номер, нам дают тот номер, выясняется, там не та цифра. Либо мы не так записали, либо что. Лишняя была. Да, лишнюю цифру, или нам, наверное, она нам сказала правильно. Как-то плохо, то по одной, то по 2, и в итоге мешанина получилась. В итоге Саша в интернете искал, в итоге нашел номер, мы звоним. Она говорит, хорошо, возможно, мы перенесем ваш номер. Возможно, мы перенесем ваш прием на другой день. Но мы пока не знаем. Мы вам перезвоним. Когда все узнаем, мы вам перезвоним. Прошло 2 часа. Это единственное за 2 часа, где я успела поспать. Да, Сашка? Не знаю. Да, я помню, что я успела поспать мне реально кажется, минут 30. Но это не суть. Значит, я просыпаюсь.
И говорю: Саша, а мне ж никто не звонит, а уже 2 часа, а до приема, до стационарного как бы приема в поликлинике, а мне в любом случае нужен врач. Ну, а как без врача, да? Мне нужен хотя бы, чтобы мне взяли тест на ковид, потому что санэпидемстанция мне вообще про тест ничего не говорили. Да. Да. И я такая думаю, выходить я как бы не могу вообще еще. И тут параллельно мне звонит Сергей и говорит: а как-то так, типа, вас не внесли в базу, и база, вот эта поликлиника, где мы делали прививку, как-то так, типа, надо разобраться. И он пошел в поликлинику, спасибо ему большое, Сергей, если ты смотришь, спасибо большое, сходил, ну, как бы спросил, и в итоге нас внесли в базу. Аллилуйя! Потому что, во-первых, мы звонили, Да. санэпид звонил Да. в этот медцентр, ну и в итоге на них там уже надавили, они да. нашли в итоге как-то наши данные. Ну, Хотя да. изначально сказали, что там ничего не можем. Просто когда мы общались с санэпидемстанцией, они спросили: а где вы делали? Если вы делали, почему у вас нету в базе данных? Естественно, мы же сказали, где мы делали, ну, Адрес. где адрес, все сдали, короче. И они, наверное, позвонили туда, да, и надавили. И в итоге они внесли нас в базу. Когда мы звонили, они не собирались нас вносить в базу, как вы понимаете. А когда позвонила санэпидемстанция, там уже они поработали. Спасибо им большое. И вот в итоге Сергей выяснил, что нас внесли нас внесли в базу. Дальше. Мы же не можем понять, сидим мы в этой базе, не сидим. Сашка заходит, есть такой сайт, где видна вся история болезни. Да, пациент. Польский государственный сайт. Да. И там нас нету. Ну, значит, логично, что я выходить еще все не могу. Я звоню в санэпидемстанцию. Они не поднимают, естественно. Мы им пишем на почту. Ну, они ничего не отвечают. Окей, думаю, ладно, с этим решим уже попозже, да? Что делать? Дальше, думаю, мне поликлиника не звонит. Остается до моего приема стационарного там, ну, я не знаю, ну, пару часов. Я такая думаю, ну, давай позвоним сами. Мы звоним сами и спрашиваем: ну, что там, будет какой-нибудь прием? Я уже тут... и тут я уже говорю, что у меня температура 39. Ну, типа, намекнуть им, что мне, ну, нужно, чтобы вы что-то быстрее решили. Вы сказали вообще-то, я еще говорю, вы сказали, что вы позвоните, но вы не позвонили. Но я не таким тоном, естественно, говорила. Это сейчас я так распушила хвост. Я говорила все очень вежливо. И в итоге они говорят: ваш прием перенесли на завтра, утром. Устраивает? Они еще любят говорить доброе. Вот это доброе, вот так вот долго, вот знаете, протягивают. Я говорю: окей, хорошо, пусть будет завтра. Все, говорю, ладно, завтра так завтра, пофигу, я спать. И тут мне перезванивают и говорят, что... Нет, перезванивают конкретно уже из нашего медцентра. А это была общая инфолиния. А перезвонили конкретно из нашего. На инфолинию. Мы звонили на инфолинию? Да. Ну, на инфолинию бесплатно, медицину. А перезвонили конкретно уже с регистратуры нашего центра. Ну вот. Там, где и была записана. Все. И, значит, мне перезвонили с этой поликлиники и сказали, что перенесли мой прием на телефон, это вот телепарада, на сегодня, ну вот в этот день, во сколько там, ну, вечером. В течение 2 часов там ждите звонок. Добре. Пока мы ждем, у меня температура 39,5. Здравствуйте, пожалуйста. А я все время сбивала температуру, она сбивалась там на 5-6 градусов каких-то. Ну, то есть... Десятых. Ну да, я так... Вот. И получается, что весь день было плохо. Но это мелочи, я вам говорю, по сравнению с тем, как я нервничала. Вот эти вот все звонки. Ну вы, мне кажется, вы понимаете весь ад, Саша. Ты помнишь, что трэш? Помнит. В общем-то, я поговорила с врачом. Она говорит... Она мне выписала рецепт. Рецепт тут, оказывается, онлайн. Да? Вот на этом пациенте. Да. На этом пациенте виден вот этот мой рецепт. По рецепту я ничего не смогла купить, потому что вечером уже ничего не было. В итоге, у меня были лекарства, мы подготовились, Саш. Мы как узнали, что я болею, сразу Сашка сбегал в аптеку. У нас уже были лекарства, но фиг с ним. На следующий день
Вот, еще одно важное уточнение. Она сказала, что ко мне приедет скорая брать у меня тест в течение 2-3 дней. Это важно. На следующий день, то есть это уже 3-й, я просыпаюсь, а у меня нет голоса. Всем привет! Это 3-й день, как я болею уже. Вчера я не снимала, потому что у меня была температура 39,1 с утра. Не с утра, а вот ближе к обеду. А потом у меня была температура 39,5 вечером. Еще весь день я не могла спать, потому что у нас идет ремонт этажом выше. Потом я постоянно звонила, но это отдельная история, чтобы я могла связаться со своим врачом. Еще постоянно пью зеленый чай с медом. Надеюсь, он мне помогает и поможет. Вот мои лекарства. Парацетамол. Снижала температуру парацетамола. Также пью вот такой сироп. Потом это такие рассасывающие таблетки. И это такой порошок Гриппекс. Вот. Но там тоже есть парацетамол. Но я его не могу пить, меня от него тошнит. Я не знаю, не могу. Не люблю порошки и пить вот эту всякую гадость. Поэтому проще парацетамол выпить для меня. Наговорилась по телефону. У меня нет голоса, я только шепчу. Ну, точнее, у меня как бы есть голос, я могу говорить, но слов, я не знаю, как это объяснить. Короче, со связками что-то случилось, и я не могу нормально говорить. Я могла только шепотом говорить. И тут мне нужно... Я все еще помню, что у меня еще висит бадание, это обследование, которое СКК. Они сказали, 20-го последний день, когда можно принести вот это обследование. И как раз-таки 20-го, тот день, когда мне нужно было идти в поликлинику. В поликлинику мы так и не дозвонились. В итоге, из-за того, что у меня нет голоса, Саша сам звонил в полициальную школу и пытался им объяснить, что я не могу прийти, потому что я болею. И они спрашивают, а когда вы тогда принесете? А я не знаю, потому что я как бы болею, но я не знаю, ковид у меня, не ковид. Мне сказали, что мне только через 2 дня, через 3 дня приедут, возьмут этот тест. То есть я не могу конкретное число сказать, да? Вот, и Саша говорит, через неделю. Они говорят, через неделю, так через неделю, хорошо. Все, думаю, этот вопрос мы решили. Так, если вам надоело слушать, такое может быть, мы уже приближаемся к концу. Просто это очень важно, вот все вот эти вот важные детали рассказать, потому что, чтобы вот цепочка срослась. Дальше, на следующий день, у Саши температура, у меня уже температуры нет, остается он там голос, уже мелочи какие-то. У Саши температура. Ребят, это какой-то трэш, я вообще не понимаю. То есть сегодня у меня нет температуры, зато у нас температура у Сашки. Вы представляете? То есть мы, получается, по очереди болеем. Я в шоке. У Сашки сейчас температура 37,3 была или 5? 37,3. Я теперь переживаю, чтобы не была больше. Короче, мы сейчас взялись за Сашку и лечим его. Я не знаю, что делать. Надеюсь, что все будет хорошо. Сашка, не болей. Я тебе вообще запретила болеть. Ты вообще непослушный. Да? Я тебя ругать не буду, я просто тебя немножко, чтобы болезнь быстрее ушла. В этот день, когда у Саши температура, мне приезжают брать тест. То есть сегодня уже суббота, и это тот день, когда у нас выясняется, что у меня ковид. Ковид, здравствуйте, пожалуйста. Мы... Сколько вот он, 2 года? Или сколько, 3 уже? Пусть будет 2-2,5 года, чтобы вы понимали, у нас не было ни разу, ковида, мы не болели, и мы как-то так прошмыгнули и сделали прививку. Вообще все было, очень классно, да? Мы думали, что мы не заболеем. А на самом деле нам нечего жаловаться. Спасибо и на том, что не было ничего серьезного. Температура была пару дней, у Саши она, в принципе, не очень большая, поэтому тоже можно с этим справиться, да?
Ну, неприятно. Ну, но неприятно, но справиться Как можно. бы я нормально. И с моей болезнью мы тоже как бы справились. Все чики-пуки, как говорится. Вот и все, мы дошли по моему рассказу до субботы, вот до сегодняшнего дня, где в итоге выяснилось, что у нас тест сам, Ну, с утра что у нас ковид. Пришел результат. Да. 10 дней карантина Мы сидим, назначено. да. Мгм. И еще должна связаться с нами Санэмпид, вот это. Да, еще и со мной, наверное. Да, и, наверное, Саш, то есть мне нужно будет рассказать, с кем я контактировала, да? Да. Хоть мы и записали онлайн, с кем я контактировала. Ну, это здесь не очень Да. работает, судя то я не потому понимаю, что зачем, мы заполняем, ну, заполняем. зачем заполнять онлайн, если они все равно переспрашивают. Просто, что вы понимали, почему мы так не любим говорить по телефону, потому что мы плохо это делаем. И вроде как бы все сделано Да. онлайн, но всё оно не равно работает как переспрашивают. задумано. Да. Либо работает очень долго. Ну, да, на первый взгляд, типа, все удобно, все в электронном Мгм. виде. Но не совсем. Не совсем удобно. Ну, как бы, да, по идее, можно записаться онлайн к врачу, но в нашем медцентре не получилось создать аккаунт. Просто Мгм. ошибка на сайте. Заполнили декларацию, но она пришла к ним только на следующий день. Да. Ну и куча, вот, опять же, нас в базу не внесли, и до сих Мгм. пор, даже когда сказали, что внесли, на пациенте там, Её на не- сайте нету того, что мы в базе. Ну, как-то это увидели Санэмпид. Ну, это другая какая-то база, но то есть просто скачать свой Мгм. QR-код с сайта мы не можем. Рецепт Ну да. там есть, да, но то, что Оля была записана к врачу, там еще, Мгм. что она сейчас в процессе лечения, этого тоже ничего нет. Только один единственный рецепт. Ну и вот сейчас карантин Мгм. там. Ну, отключен. хотя бы это. Да. Вот. И еще, наверное, я очень хотела бы такую, знаете, благодарность сказать на работе и своему начальнику, своему директору. Я знаю, что он будет смотреть это видео, ему вообще огромнейшее спасибо, потому что он каждый день писал, интересовался, советовал. Не знаю, ну он так беспокоился. Коллектив очень хороший, мне писали, постоянно спрашивали, как, что. Я очень благодарна, что это они меня не оставили Да, одну предлагали на какую-то производстве. помощь. Типа, да, предлагали помощь свою. Ну, короче, я не знаю, такие добрые люди. Я попала в очень хороший коллектив. Спасибо вам большое. Очень благодарна. И постоянно, ну вот еще он писал, не беспокойся, главное вот вылечись, ни о чем не думай, главное вылечись. Все будет хорошо. Ну, очень хорошие люди. Так что спасибо вам большое, я не могла не сказать этого. Так что, ну все, будем заканчивать наше видео. Вот такой наш путь, Ну и опыт ковидный получился, опыт. да, Мгм. с медициной такой не самый приятный опыт. Теперь главное Сашочка вылечить, да? Все, сейчас вылечим Сашочка, и все, и будем... и будем сидеть карантин. Карантин сидеть-то до 31-го. Представляете? А у нас был план, чтобы вы понимали, мы хотели поехать в Познань. Ну вот, здравствуйте, приехали. Никуда мы не поедем. Но говорят, все, что не делать, все к лучшему. Мы по-прежнему позитивны, все нормально, мы все прошли. Осталось только долечиться и выйти на работу. Да? Так что, ребятки, спасибо большое, что вы выдержали и досмотрели это видео до конца. Обязательно никогда не болейте. А если вы болеете в Польше, у вас, ну, так же, как вот у нас получилось, что вы... Ну, короче, как вот у нас получилось, что вы не знали про медицину, ничего, вот, чтобы у вас все прошло намного легче, чем у нас, чтобы с вами связывались быстрее. Ну, в принципе, и у нас не так-то все ужасно, если так подумать. Самое ужасное это вот было звонки. Ну просто надо Да. было перезванивать, Мгм. поторапливать Да. как-то Да. людей. Ну, Вообще в общем-то, медицина очень медленная какая-то. Да. И, ну, понятно, хотелось что бы занятость побыстрее, да. у них тоже есть. Но мы понимаем и их, и нас. Нас мы тоже понимаем. В общем-то, ребятки, спасибо, что досмотрели. Все заново возвращаюсь. Спасибо, что вы досмотрели. Не болейте, берегите себя. Оставайтесь всегда здоровыми. И, мы по-прежнему позитивны. Вы же видите, мы улыбаемся, смеемся. Так что до скорых встреч. Мы будем стараться снимать видео вот на карантине. Все. Пока-пока. Пока.